Любая деятельность будет эффективной, если правильно прикладывать к ней рычаг и энергию. Это дает силу. Любая эффективная деятельность превращается в сверхэффективную, если рычаги правильно масштабировать. Тогда маленькими усилиями можно достигать огромных результатов. Обычные люди воспринимают это как нечто невозможное, как вашу сверхспособность. Если вы поймете, как это работает, то сможете включить свою скрытую силу и стать сверхчеловеком, не таким, как остальные. Потому что маленькими усилиями вы сможете достигать колоссальных результатов. Изначально все люди вокруг нас одинаковые. Но кто-то контролирует только телевизионные каналы на своем телеке, а кто-то контролирует миллиардные корпорации, государственную политику и содержание вашего телека. Есть те, кто могут сделать такое, что не сможем сделать даже миллион таких, как мы. Их воле подчиняются силы и системы, которые немыслимо больше и сложнее, чем они сами. Как же они это делают? С помощью рычагов. Эти люди никогда не используют линейный подход, как обычные смертные. Каждое их действие – это всегда давление на рычаг. Каждое их действие всегда нелинейно. Оно всегда приумножает их силу. Какие бы тяжести вы ни поднимали в зале, но домкрат и эскаватор поднимет больше. Какой бы хорошей ни была ваша память, но записная книжка или ноутбук сохранит информацию лучше. Каким бы хорошим работником вы не были, но коммерческая компания сделает больше, чем один человек. Проблема большинства людей в том, что они никогда не ищут свой рычаг. Люди живут по накатанной изо дня в день, и ничего не меняется. Почему они не ищут свой рычаг? Потому что это сложно. Потому что нет единого ответа «как», подходящего для всех. Ресурсы, цели и позиции каждого человека уникальны. То, что работает для одного, не будет работать у другого и наоборот. Как же найти свой рычаг? Вам всегда нужно искать ответ на вопрос, что я могу сделать, чтобы упростить все остальное в моей жизни. Одна вещь, которая больше или меньше, но упрощает все. Это и есть ваш рычаг. Со временем ваши рычаги могут меняться вслед за вашими ресурсами. Вначале вы учитесь считать столбиком, потом покупаете калькулятор, затем нанимаете бухгалтера и регистрируете компанию. Если нет нужных ресурсов, тогда работайте с тем, что есть. Всегда есть точка оптимальных усилий тут и сейчас. Ее и используй. Итак, рычаг – это то, что должно упрощать абсолютно все в вашей жизни. Существует 6 глобальных рычагов. Ценность, капитал, труд, влияние, код, здоровье. Начнем с ценности. Все люди разные. Кто-то умеет стричь, но не умеет управлять автомобилем. А кто-то умеет управлять самолетом, но не может отремонтировать унитаз или зашить травмированную руку. Мы все нужны друг другу. Ценность человека определяется тем, насколько сложные и уникальные задачи он может решить. Нейрохирург стоит дороже, чем сантехник. Потому что, чтобы стать хорошим нейрохирургом, нужно гораздо больше знаний, опыта и времени, чем чтобы стать хорошим сантехником. Чем более уникальные задачи вы можете решать, тем выше ваша ценность. Чем выше ваша ценность, тем лучше и комфортнее вы живете в этом окружающем мире. Поэтому ваша ценность – это и есть ваш рычаг. Научитесь делать то, что не умеют другие. Приобретайте опыт и учитесь. Чем выше ваша экспертность, тем больше вы нужны обществу и тем легче вам жить. Если не знаете, с чего начать, выучите иностранный язык. Ценность 2 культур всегда выше, чем ценность одной. Или научитесь рекламировать и продавать. На это всегда есть спрос. Учитесь решать проблемы и быть нужным. В этом ваша ценность, статус и ваш рычаг. Этот способ работает всегда, везде, при любых условиях. Где бы вы ни оказались, даже если у вас ничего нет, даже если вы ребенок и живете в нищете, но этот способ всегда работает. Именно поэтому я его поставил на первое место. Следующий рычаг – это капитал. Деньги дают свободу и упрощают жизнь. Однако сами по себе деньги не являются рычагом.
потому что имеют тенденцию заканчиваться. В этот момент жизнь человека усложняется. Только такие деньги, которые делают новые деньги, являются рычагом, потому что они накапливаются. Такие деньги мы называем капитал. Суть в том, что если вы тратите, то это деньги, а если вы инвестируете в рост, то это капитал. Можно инвестировать в фондовый рынок, недвижимость или криптовалюты. Главный признак капитала – то, что вы купили, должно приносить новые деньги, а не расходовать их. Машина, купленная, чтобы удивить друзей, это трата. А машина, купленная, чтобы зарабатывать, это капитальная инвестиция. Деньги – это ничто. То, как вы их используете, это все. Научитесь инвестировать деньги в рост. Это рычаг. С каждым годом вы становитесь богаче, ваша жизнь упрощается, а количество вариантов увеличивается. Следующий рычаг – это труд. Возможности любого человека ограничены временем. Невозможно работать больше, чем 24 часа в сутках. Но если вы купите чужой труд, то ваши возможности станут безграничны. Потому что 100 человек генерируют существенно больше времени и результатов, чем один человек. Это непросто. Вам придется учиться взаимодействовать и накапливать опыт социальных взаимоотношений с людьми. И порой это очень болезненный опыт. Но чем больше людей в вашей команде, чем больше у вас работников, тем больше вы можете. Следующий рычаг – это влияние на людей. Тот, кого слушают люди, имеет на них влияние. Такой человек может очень много. От рекламы товаров до большой политики и борьбы за власть. Раньше, чтобы получить влияние, нужно было родиться в правильной семье или быть везунчиком. Сейчас все упростилось, потому что есть интернет и социальные сети. Блогер может иметь миллионы подписчиков, зарабатывать миллионы долларов и иметь множество выгодных предложений. Как вы уже все знаете, люди – это животные социальные, которые научились сотрудничать. Заведите себе аккаунт в любой популярной социальной сети и начните делиться своим полезным опытом, приносите какую-то пользу другим людям. Чем больше людей вас слушает, тем больше ваши возможности в любой сфере. Следующий рычаг – это компьютерный код. Речь идет о любой программе, игре или мобильном приложении, которое зарабатывает для вас деньги. Самое приятное – это то, что программный код выполняет работу без вашего участия. Это как покупать чужой труд, только лучше, потому что ваш код не требует зарплату. Фактически вы один раз тратитесь на разработку, чтобы сделать какой-то программный продукт, а потом этот программный продукт работает на вас, приносит вам деньги и делает вашу жизнь проще. Следующий ваш рычаг – это здоровье. То, в каком состоянии находится ваш организм, влияет абсолютно на все аспекты вашей жизни. Если регулярно прикладывать физический стресс к вашему телу, то ваша энергетика, фокусировка, удовольствие от жизни и общее состояние здоровья будут улучшаться. Этот рычаг делает вашу жизнь проще как во время работы, так и во время отдыха. Смотрите, парни, все, что я вам рассказал, это все примеры глобальных рычагов, которые влияют сразу на все аспекты вашей жизни целиком, на всю вашу жизнь сразу. Помимо глобальных существует огромное множество, назовем их локальных рычагов, которые влияют на различные отдельные аспекты вашей жизни. Например, это видео является примером такого локального рычага, потому что то, что я обдумывал и собирал годами, вы получили за 10 минут. Это экономит ваши ресурсы, ваше время. Локальные рычаги везде вокруг нас. Калькулятор, лопата, записная книжка, тренер или консультант. Все это позволяет малыми усилиями получить большие результаты. Ваша задача максимум – научиться мыслить так, чтобы всегда искать подобные рычаги, чем бы вы ни занимались. Давайте подведем итог. Для того, чтобы найти свой рычаг и стать сверхчеловеком, нужно ответить на вопрос, какую одну вещь я могу сделать для того, чтобы все остальное в моей жизни упростилось. Помимо локальных, существует 6 глобальных рычагов.
Это ценность, капитал, труд, влияние, код, здоровье. Используйте их для того, чтобы активировать свою скрытую силу. В следующем сюжете я расскажу, как выучить любой иностранный язык с нуля за год. Через 6 месяцев вы будете понимать, о чем они говорят, а через 12 месяцев вы сможете достаточно бегло сами говорить. Также я расскажу о конфликте интересов и почему у большинства людей вокруг вас не получается в той системе образования, которая существует. В общем, этот сюжет поменяет многим жизнь. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ну, а для тех, кто не готов ждать целую неделю, у меня есть 2 бесплатные программы тренировок. Одна для тела, Full Body 90, другая для мозга, Neuromax 90. Обе программы рассчитаны на 90 дней тренировок. Если вы хотели начать, но не знали как, тогда добро пожаловать. Ссылочки вот там вот внизу в описании. У меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.